Кроме того, что на PS5 появится Discord, за последние дни в игровой индустрии произошло довольно много событий разной степени интересности. Но давайте без лишних спойлеров. Конечно же, напомню, если у вас есть возможность, можно стать спонсором канала или на Patreon за очень скромную плату. Разумеется, огромная благодарность нашим патронам. Также можете присоединиться к нам в Telegram-канале. И последнее, не менее важное, не забывайте нажать лайк, а если вы тут впервые, можете подписаться на канал. Ну и поехали разбираться! Процесс передачи студии Crystal Dynamics и Eidos Montreal под крыло Embracer был успешно завершен. Шведский холдинг объявил об удачном завершении сделки со Square Enix, теперь он официально владеет разработчиками Tomb Raider и Deus Ex, а также созданной ими интеллектуальной собственностью. Холдинг заинтересован в том, чтобы бывшие студии Square Enix продолжали работать над играми по лицензии Marvel. Embracer обсуждает сейчас долгосрочную сделку с Marvel, которая выходит далеко за пределы Мстюнов. Starfield будет самой масштабной игрой Bethesda на момент релиза. В плане контента она получилась как минимум в 2 раза больше любого другого проекта студии, включая Fallout 4 и Skyrim. Разработчики создали действительно крупный виртуальный мир, на изучение которого у пользователя уйдет очень много времени. Об этом в недавнем интервью рассказал композитор Инан Цур. Автор саундтрека Starfield также высказался о сюжете. В новой игре Тодда Говарда большое внимание уделяется фундаментальным философским вопросам. Пользователей ждет глубокая история, в рамках которой им предстоит искать собственные ответы и интерпретации. Прохождение Starfield не перевернет сознание людей. Однако он уверен, что сюжетная составляющая может заставить игроков задуматься о своем естестве и посмотреть на себя под другим углом. И, наконец-то, купить Skyrim. EA вообще не торопится анонсировать новую Need for Speed, поэтому в сеть продолжает утекать подробности грядущего в конце года рейсинга. Впервые рассказали хоть что-то цельное, а не просто какие-то намеки на аниме-стилистику. Итак, аниме-стилистика на самом деле вовсе и не аниме. Судя по утекшим кадрам, визуальная игра будет довольно реалистичной, но периодически будут возникать мультяшные спецэффекты. Врезался в стену, вот тебе и спецэффект, вроде появляющихся орлиных крыльев вокруг машины перед прыжком или глюков экрана. То есть по факту ничего смертельного я не вижу. Над игрой работают во многом новички для франшизы. Меньше половины команды составляют ветераны Criterion и Ghost Games. Игру пытаются сделать свежей и молодежной, что как бы настораживает, и не на шутку. Система апгрейдов упрощена под более молодую аудиторию, подобно тому, как это реализовано в Forza. Геймплейно не стоит ожидать драг-рейсинга и дрифт-заездов, но вернется спидкросс, когда за время на определенной трассе нужно заработать максимальное количество очков за камбуху дрифта, прыжков, максимальную скорость и тому подобное. Вернется возможность бросать вызов другим гонщикам в открытом мире, а также появятся автомобильные встречи и возможность делать ставки на гонщиков. Чем сложнее заезд, тем больше денег получает победитель. По карте, кстати, постоянно будет двигаться поезд, а во вступительном ролике будет некая BMW. Разнообразие – важная составляющая будущего Need for Speed. Репрезентация женщин различных культур в новой части усилится. Во вступительной катсцене играет латинская музыка. Стартовый уровень контента должен быть на уровне NFS Hit. Поддерживать игру после запуска планируют не больше года, и то многое зависит от отзывов и продаж. Если они окажутся слабыми и низкими, то нового контента не собирается выпускать много. Релиз же состоится в конце года, а анонс в сентябре. Как сообщает инсайдер Jeff Grubb, судя по всему, игру теперь собираются выпустить в ноябре либо в декабре. Ключевая цель – мягко перезапустить франшизу, расширив аудиторию за счет нового поколения, выросшего на других играх. При этом в компании ожидают, что фанаты постарше также обратят внимание на новую игру. Но судя по тому, как откладывают показ игры, то у нее явно есть какие-то проблемы. Ubisoft выпустила новый трейлер пиратского онлайн-экшена Skull and Bones с подробностями об особенностях игры на ПК. Компьютерная версия предложит трассировку лучей, неограниченную частоту кадров, настройку управления, а также поддержку ультрашироких мониторов и технологий масштабирования изображения DLSS и FSR. Для игры в разрешении 4К рекомендуется RTX 3080 или RX 6800. Компания также рассказала, что игра будет иметь выделенные физические и облачные серверы на нескольких континентах, что должно обеспечить бесперебойную связь даже во время пиков высокой активности. Главное, чтобы юбики сменили картошку в серверной. Что касается прочих особенностей, то будет бенчмарк и античит BattleEye. Главный конкурент God of War выходит 8 ноября. Не так давно открылись предзаказы на Hogwarts Legacy, в результате чего стала известна одна интересная деталь.
На странице наследия FPS Store содержится отметка о том, что проект, как оказывается, будет содержать квест, доступный только на PlayStation. Точной информации о нем на данный момент нет, так как Warner Bros. Games ранее ничего не сообщал о наличии такого рода контента. Комьюнити-менеджер Avalanche лишь уточнил, что эксклюзивный квест, по сути являющийся неважной побочкой, смогут пройти покупатели любого издания Hogwarts Legacy, и он не будет привязан к предварительным заказам. Пора бы уже отказаться от подобных практик, честно говоря. Sony открыла специальную страницу для DualSense Edge, раскрыв комплектацию нового контроллера. Вместе с геймпадом покупатели получат кабель в оплетке, чехол для переноски, 3 пары стиков разной формы, плоские, вдавленные и конусовидные, а также 2 набора лепестков, полукупольные и рычажные, и фиксатор для подключения кабеля зарядки. Заменяемые блоки стиков будут продаваться отдельно. Стоимость и дата выхода DualSense Edge пока неизвестны. 2K Games наконец-то официально подтвердила факт разработки новой части Mafia. Но Mafia 4 не выйдет в обозримом будущем. Разработчики из Hangar 13 сообщили, что релиз состоится лишь через несколько лет. Более точными сроками они поделиться пока не могут. Генеральный менеджер студии отметил лишь, что его команда рада появившейся возможности продолжить культовую франшизу. Если верить инсайдерам, Mafia 4 находится на ранней стадии производства. Она якобы должна стать приквелом к первой трилогии, а в качестве движка разработчики используют Unreal Engine 5. По слухам, действие игры развернется на Сицилии в конце 19-го – начале 20 века. Сюжет будет развиваться вокруг семьи Дона Сальери, а в плане геймплея проект по-прежнему будет придерживаться линейного развития истории, как в трилогии. Появился новый трейлер Dead Island 2. Судя по кадрам, жаловаться на скудный арсенал не придется. Игроки смогут вооружиться хоть бильярдным кием, хоть винтовкой со скользящим затвором. У каждого персонажа свой голос и свои диалоги. Так что вы можете получить персонажа, который особенно целеустремлен, энергичен и жизнерадостен. Другой персонаж может быть более циничным. Некоторые персонажи довольно сдержанные. Авторы написали этих персонажей, чтобы отразить широкие игровые стили. Все эти герои имеют свои стартовые характеристики и способности, но вы сможете приспособить любого из них более или менее под свой стиль убийства зомби. Так что выбор в основном сводится к индивидуальным предпочтениям игрока. Однако к игре есть пара вопросов. В названии Dead Island 2 есть слово Island, то есть остров. Однако в описании сообщает, что место действия Лос-Анджелес. Игроки недоумевают, почему события игры с островом в названии разворачиваются в городе. В оригинальной игре события происходили на тропическом острове Баной. Один из комментаторов попытался найти оправдание. Это Dead Island, просто написано слитно. В общем, надеемся, что в этот раз обойдется без переносов. Игра должна выйти 3 февраля. Новая часть The Witcher 4 хоть и была официально анонсирована, однако никаких материалов по игре, кроме короткого тизера с амулетом Школы Рыси, у нас нет. Энтузиасты с канала Teaser Play, занимающиеся созданием концепт-трейлеров при помощи инструментария движка Unreal Engine 5, решили представить, как может выглядеть Ведьмак 4. В процессе создания концепт-трейлера энтузиасты использовали технологию трассировки лучей инструментарий Lumen, Nanite и MetaHuman. В ролике можно увидеть, как Ведьмак ходит по красивым местам и изучает локации. Также можно заметить и один из элементов интерфейса – карту. Еще Ведьмак очутился верхом на плотве, а авторы ролика показали различные пейзажи. Что тут сказать, выглядит отлично. Надеюсь, их возьмут в CDPR. Многих, включая нас, впечатлила Where Winds Meet – экшен в открытом мире, который во главу угла ставит свободу. Это отражается во всех механиках – перемещении, сражениях и стелсе. Но куда важнее здесь профессии. На первый взгляд, Where Winds Meet может показаться классической игрой в открытом мире, однако это не так. К примеру, в плохую погоду герой может заболеть, после чего ему придется изучать медицинские умения для самолечения. После он сможет так помогать местным жителям и даже другим игрокам в онлайне. Уже сейчас разработчики раскрыли и другие профессии. Оратор может убеждать людей следовать своим словам. Архитектор может строить всевозможные здания. Телохранитель может защищать игроков и NPC от убийц. Паромщик может отправлять людей в путешествие по воде. Пример такой свободы уже показали в трейлере. Игрок платит персонажу за информацию, но позже использует магию для кражи предмета. Эту миссию можно выполнить совершенно разными способами. К примеру, игрок мог бы просто купить предмет, тогда за ним бы не началась погоня из-за кражи, но пришлось бы выложить много денег. Даже если игроки не понимают предыстории, они все равно поймут главную тему игры – падение династии. Амбиции игры настолько широки, что разработчики решили использовать собственные технологии для реализации своих идей. Дата выхода и платформы, конечно же, не раскрывается. NetEase объявили о покупке студии Quantic Dream, известной по Heavy Rain, Beyond Two Souls и Detroit.
Главное, что студия продолжит оперировать самостоятельно. Она будет продолжать создавать собственные игры и выпускать под своим брендом перспективные проекты от начинающих сторонних разработчиков на всех актуальных платформах. Многие игроки знают Deck 13 как авторов Action of the Search и Lords of the Fallen и ожидают от Atlas Fallen похожий игровой опыт. Но дизайн-директор студии Джереми Хартвик заявил, что игра вдохновлена блокбастерами God of War и Horizon Forbidden West. При этом он успокоил поклонников их прошлых проектов и игр от Фромов, отметив, что в Atlas Fallen будет 3 режима сложности. Первый – для тех, кто хочет просто узнать сюжет. На втором, по словам Хартвика, будет играть большинство пользователей, а третий ориентирован на любителей хардкора. Игру обещают выпустить на PS5, Xbox Series и на ПК в 2023 году. С выходом крупного патча 1.5 для Cyberpunk 2077 прошло уже полгода, и фанаты игры на Reddit уже в предвкушении обновления 1.6. К сожалению, следующий апдейт не будет настолько масштабным, как того хотели бы игроки. Об этом рассказал комьюнити-менеджер CDPR на форуме проекта. По его словам, больших обновлений до выхода обещанного дополнения ждать не стоит. Тем временем, CDPR все еще не называет дату выхода обещанного дополнения. Кроме того, мы до сих пор не знаем ни единой детали о сюжетном расширении. Зато Netflix выпустил новый трейлер выходящего 13 сентября аниме Cyberpunk Edge Runners, действие которого разворачивается во вселенной Cyberpunk. 10-серийное аниме расскажет историю об уличном мальчишке, пытающемся выжить в городе будущего Найт-Сити, жители которого одержимы технологиями и аугментацией. Рискуя потерять все, что имеет, он решает стать наемником вне закона, также известным как Edge Runner. Авторы кооперативного хоррора-выживача Sons of the Forest объявили об очередном, но уже самом последнем переносе релиза. Дату премьеры перенесли с октября на 23 февраля и отметили, что игра будет продаваться по цене $30. Новый перенос будет для Sons of the Forest последним и позволит отполировать проект до нужного состояния. В качестве компенсации за неприятную весть авторы показали короткий ролик с новыми кадрами. В сети появились новые детали следующей Assassin's Creed. Ими поделился инсайдер Джонатан. По его словам, игра получила подзаголовок «Мирадж» и выйдет весной 2023 года. Сюжет расскажет историю Басима, ассасина, которого игроки встречали в Вальгалле. События при этом развернутся между 860 и 870 годами в одном городе – Багдаде. А в начале игры Басим будет простым вором, которого со временем примут в орден. Это период в истории аббасидского халифата, когда тюркские войска свергли 4 халифов подряд. Инсайдер подчеркнул, что в отличие от последних частей серии, Мирадж избавился от большинства ролевых элементов и вернется к формуле более ранних игр франшизы. Вероятно, в игре не будет системы прокачки, полноценной диалоговой системы с возможностью выбрать реплику и выбора пола главного героя. У протагониста нет собственной птицы, в игру вернули обычное орлиное зрение, оно будет называться «Зрение Локи». Игровой процесс немного отличается от Вальгалла, добавлены новые анимации, а старые отлажены. Грубо говоря, это достаточно камерный проект, ориентированный на стелс и возвращающийся к истокам серии. В сезонный пропуск Mirage войдет ремейк первой части Assassin's Creed. Разработчики используют ассеты новой части для воссоздания локаций из оригинальной игры. Помимо этого будут и другие сюжетные дополнения. Например, пользователи смогут узнать, как Локи захватил тело Басима, а также увидят первую встречу с Сигурдом в Константинополе. Утечку отчасти подтвердил журналист Джейсон Шрайер. По его словам, название и сеттинг указаны правильно, однако игроки могут не рассчитывать на дополнение, так как Mirage изначально создавался как DLC к Вальгалла. Больше деталей узнаем 10 сентября на мероприятии Ubisoft Forward, где также ожидается информация по сервисной Assassin's Creed Infinity с разными эпохами. Журнал Game Informer начал публиковать материалы, посвященные God of War Ragnarok. Первая статья посвящена рассказу о боевой системе проекта. Итак, боевка является прямым развитием фундамента, заложенного в God of War 2018 года. Разработчики посмотрели на реализованные прежде механики, а потом задались целью максимально их разнообразить и углубить. Предложить игрокам больше вариантов того, как Кратос может поиграться с добычей, одновременно увеличив динамику и увлекательность происходящего на экране. Сами сражения будут в меру трудными даже на среднем уровне сложности. Настоящие любители хардкорного геймплея точно оценят это по достоинству. В начале прохождения God of War Ragnarok у пользователей будет доступ к уже знакомому и привычному арсеналу. В частности, речь идет о топоре Левиафане, клинке Хаоса и луке Атрея. Все эти вещи можно, как и прежде, использовать для создания эффективных связок, находя оптимальные решения для разных групп врагов. Помимо прямого применения в бою, клинки Хаоса также станут инструментом для перемещения по аренам. Кратос сможет хвататься за различные части окружения и притягивать себя к ним. Одной из новых механик станет система элементальных атак. На примере одной фишки авторы рассказали о ее применении.
Например, теперь треугольник на геймпаде отвечает не только за возврат топора после броска, но и за новую функцию. Кратос может зарядить топор или клинки хаоса огнем или льдом. Это позволяет поджигать или замораживать противников при атаке. Эти временные усиления позволяют наносить повышенный урон, а также накладывают на врагов статусные эффекты. Система щитов также получила расширение. Теперь вместо одного универсального блока у Кратоса появится доступ сразу к нескольким альтернативным версиям. В статье приводятся два примера. Так, один из щитов рассчитан на быстрое и эффективное парирование, требующее от игрока блокировать атаки за мгновение до получения урона, что позволяет обрушить в ответ мощную контратаку. Второй щит работает иначе. Он способен впитывать в себя весь входящий урон на протяжении продолжительного времени, конвертируя его в энергию, которую можно вернуть врагам. Будут и другие виды щитов, однако они предупредили, что у всех этих уникальных способностей есть своя цена, и далеко не с каждым противником стоит играться. В рамках естественной геймплейной прогрессии иногда уже изученные героями локации God of War Ragnarok будут пополняться новыми противниками, более сильными, чем те, кого вы убивали прежде. Кроме того, игра предложит и полностью опциональный контент, включая дополнительные боевые челленджи, предполагающие свои собственные награды и призы. Больше о God of War Ragnarok разработчики расскажут в ближайших материалах Game Informer. Появились обзоры по ремейку The Last of Us Part 1 для PS5. Средний рейтинг на Metacritic и OpenCritic составил 88 баллов из 100. Обозреватели пишут, что Naughty Dog основательно улучшила графон и технические моменты в The Last of Us, серьезно поработав даже над рядовыми NPC, не говоря уже об основных героях, которые превосходно выглядят и отлично анимированы. Монстрам тоже уделили много внимания, они стали выглядеть еще пугающе, их тела взрываются и распадаются. Правда, мнения по геймплею разделились. Игра получила лишь минорные нововведения, малое количество изменений в плане геймплея и чуть более отзывчивое управление персонажами. Одним кажется, что игра не становится от этого хуже, а другим хотелось бы видеть больше изменений, ведь ее называют ремейком, а не ремастером. Некоторые отмечают, что после Part 2 новый проект кажется несколько устаревшим. Некоторые жалуются на баги, которых не было на PS3 и PS4. Но все сходятся во мнении, что Part 1 будет идеальной игрой для новичков, тогда как остальным необходимо хорошенько подумать, если у них необходимость повторно знакомиться со старой историей, учитывая скромные изменения в геймплее и ценник в $70. Стоимость, в общем-то, критикуют во многих обзорах. И напоминает, что ремастер для PS4 стоил в 2 раза дешевле ремейка, но предлагал мультиплеер в довесок к основной истории и сюжетному дополнению. Здесь же мультиплеера нет, как и скидок для владельцев. Как написал обозреватель Metro Game, цитата, «Совершенно бессмысленный ремейк одной из лучших игр десятилетия, который предлагает лишь часть контента за двойную стоимость». Как написали Attack of the Fanboy, высокая стоимость и потеря контента лишь сильнее заставляет сравнивать эту игру с куда более доступным оригиналом. Это ненужный ремейк с прекрасной графикой, на фоне которой отчетливо виден устаревший геймплей. Также появился ролик с детальным сравнением. В целом различия видны, игра действительно сильно похорошела и приблизилась ко второй части настолько, насколько это возможно. При этом многие ругают Naughty Dog за то, что разработчики оставили структуру уровней нетронутой, поэтому некоторые локации в игре выглядят не настолько впечатляющими, насколько могли бы быть при полной переработке. Warner Bros. Games Montreal показали журналистам расширенные геймплейные ролики Gotham Knights, и автор сайта IGN поделился подробностями экшена. Разработчики стремились к тому, чтобы город ощущался для игроков живым и настоящим, с многовековой историей. Важную роль в этом сыграла его открытость. Почти весь Готэм доступен для исследования с самого начала, а в каждом из 5 районов игроков ждут разные активности и враги. Вначале город прохладно встречает героев, к которым даже жители относятся с недоверием. Однако по мере прохождения тон повествования меняется, игрок постепенно укрепляет доверие горожан. Действие всех миссий будет происходить вечером или ночью. Единственное место, где можно увидеть дневной свет – штаб в колокольне. Там нужно будет планировать следующие ночные вылазки, создавать снаряжение и следить за ходом расследований. Можно будет свободно исследовать город, выполнять сайды и поручения. В «Рыцарях» много различных видов преступлений, которые совершают уличные банды. Можно будет встретить как процедурно генерируемые ограбления, так и налеты группировок, которые тщательно планируют свои нападения. Многие преступления придется полноценно расследовать, в том числе допрашивая информаторов. Прогресс каждого дела будет отображаться на доске в колокольне. Разработчики постарались максимально интегрировать все сюжетные миссии в открытый мир, а после успешных расследований можно начать особое событие «Ночь злодея». В ходе таких ивентов противники рыцарей будут сильно изменять облик Готэма своими действиями. В
коопе игроки смогут выполнять задания, находясь в совершенно разных точках. За счет такой системы игроки не привязаны друг к другу, но могут время от времени помогать со сложными заданиями. Уровни персонажей и врагов будут масштабироваться. Кроме того, авторы сообщили о некоем эндгейм-контенте, но про что речь, непонятно. Очевидно, что игру не особо ждут, но вот будет неловко, если она окажется такой же крутой, как и Стражи Галактики. Но будет вдвойне нелепо, если окажется провалом. Выход, кстати, запланирован на 21 октября. Пока что полного списка ачивок в Callisto Protocol нет, его пока не утвердили. Однако сотрудник студии Striking Distance упомянул об одном из трофеев в интервью. Там будет достижение за просмотр всех смертей. А в игре вы будете умирать часто. Причем игрокам придется потрудиться, чтобы получить это достижение. На каждого противника будет приходиться по несколько вариантов смертей, а специальные анимации предусмотрены и для всех препятствий, которые можно встретить в игре. У Battlefield 2042 есть реальный шанс исправить катастрофический релиз. Уже на старте первого сезона в июне было заметно, что интерес аудитории возвращается, а с запуском второго сезона это стало совсем очевидно. На релизе второго сезона пиковый онлайн-шутер в Steam превысил 17 тысяч человек. Это больше пикового онлайна за весь первый сезон. Причем сейчас показатели только увеличиваются. Отзывы об игре также улучшаются. За последний месяц уже 50% из них были положительными. Общий рейтинг все еще в основном отрицательный, но постепенно увеличивается. Сейчас 29% положительных обзоров. Смотри-ка, может и доведут до ума. Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг считает, что средняя стоимость видеокарты должна равняться цене современной консоли. Это что-то около $500. Об этом глава технологической компании заявил во время оглашения результатов квартального отчета. Нелепость заключается в том, что они на пике майнинга задрали цены до небес, а теперь оправдываются, рассказывая, сколько они должны стоить. Зато не нужно оправдываться, почему вы до сих пор не написали комментарий, а просто взять да и написать. Давайте обсудим последние новости игр. Жду вас там. Также будем рады видеть вас у нас в телеге и дискорде. Ну и приглашаю подписаться на наш канал, жмите на лайк и колокольчик. До встречи на XGTV. Смотрите и играйте вместе с нами.